Друзья, всем привет! Это Алексей Верьянов, канал о недвижимости и строительстве ВДТ. У меня сегодня особенно хорошее настроение, потому что посмотрите, какой вид, какой воздух. Вы, может быть, подумали, что это Барселона или Лос-Анджелес или Кипр, но нет. Мы сейчас находимся на южном берегу Крыма, городочек Гурзуф. И я сюда приехал не для того, чтобы провести свой отпуск, а для того, чтобы снять для вас интереснейший обзор на супер классный современный дом. Поехали! Дом с огромными панорамными окнами, с видом на море, 20 минут до Ялты, 12-метровый бассейн, кажется, что он бесконечен. Гостиных здесь 2, ну и, собственно, вот наш вид на $1 000 000. Ребят, заканчиваем съемки, короче, все, никуда я не пойду больше. Друзья, начинаем наш обзор. И я начну его со статуса гостя. Вот я приехал на машине, припарковал свою машину, там 4 места, где можно поставить автомобили, есть еще гараж на 4 машины. Поднялся, здесь меня встретили хозяева, и дальше, соответственно, иду. Я вообще очень много обращаю внимание на логистику, как выстраиваются там потоки, как взаимодействует обслуживающий персонал с хозяевами дома и так далее. Друзья, давайте немножко тактико-технических характеристик. Дом общей площадью примерно около 1000 квадратных метров, жилая составляющая это 600 квадратных метров. Здесь 4 спальни, 5 санузлов, 2 комнаты для обслуживающего персонала, бассейн 12 метров. В общем, все, что нужно для полноценной такой классной жизни. Этот дом подходит как для курортного проживания, так и для постоянного. Здесь в межсезонье и зимой продолжает теплиться жизнь, и есть где купить продукты, куда отправить детей учиться и так далее. То есть здесь можно комфортно жить. Друзья, давайте посмотрим участок. Он небольшой, под всем домом это 13 соток. То есть если сравнивать с теми домами, которые мы там, например, строим в Подмосковье, то на такой дом с таким бюджетом, с такой площадью, да, нужен участок минимум 25-30 соток. Да? Здесь всего 13 соток. Но на самом деле я пересмотрел огромное количество обзоров по домам, которые как раз находятся на таких сложных ландшафтных участках. И там вот такая лужайка — это просто роскошь. Не везде даже она есть, потому что часто дома ограничиваются просто одной террасой. Здесь на самом деле очень уютная такая классная лужайка, вот, с обсаженной такой зеленой изгородью. Здесь реально такой комфорт, умиротворение, классные виды, тебя никто особо тоже здесь не видит. Здесь можно наслаждаться жизнью. Здесь разбили такой садик, поставили креслица, можно лежать в гамаке, ловить дзен и кайфовать по полной программе. Здесь же с выходом на участок сделана такая кальянная комната. Она образовалась после того, как сделали террасу, да, и появилось это помещение в восточном стиле, уютное, с видом на участок, с быстрым выходом. Здесь поставили проектор, можно опустить экран и вечером спокойно смотреть какие-то фильмы. И можно быть максимально близко к природе, максимально раздвинуть эти двери и лежать, кайфовать, наслаждаться жизнью. Друзья, немножко расскажу вам про историю этого дома. Он закончен был в 2017 году. Буквально на днях здесь закончился косметический ремонт. То есть он вообще как новенький, с иголочки, несмотря на то, что в нем уже там 4 года прожили. Хозяева сюда приехали и купили здесь такой каркас из железобетона где-то примерно в 2014 году. Им понравился вид, и они решили сделать здесь такую резиденцию для себя, для своей семьи. И реально очень много вложили в это все, потому что пришлось делать серьезные укрепления, чтобы никуда не ушел бассейн. Соответственно, вложили много денег и ресурсов, и энергии в то, чтобы создать такой очень надежный и при этом еще внутри современный и классный дом с точки зрения и архитектуры, и дизайна интерьера. Этот дом по-настоящему создан для тусовок. Здесь огромное количество мест, где можно собираться приятной компанией. Это еще одно. После кальянной комнаты такая беседка, где можно пожарить шашлыки, запечь баранчика или приготовить плов. И при этом, в принципе, даже гость может не проходить на территорию дома. Друзья, несколько слов про расположение. Дом очень удобно расположен в охраняемом коттеджном поселке, который называется Гурзуф Лайф, и находится он в городке Гурзуф, как вы уже поняли. Здесь буквально 20 минут до Ялты, 20 минут до Алушты и примерно час-полтора до Симферополя. На самом деле классная локация. В 3 минутах от нас проходит южнобережное шоссе,
которое соединяет основные населенные пункты ЮБК. При этом его не слышно. Я вчера приехал сюда, был вечером, вышел на балкон, на террасу, и вообще тишина, спокойствие, очень классно. Друзья, небольшое лирическое отступление на тему девелопмента курортной недвижимости. Вообще сейчас там за последние полгода-год, наверное, произошел просто колоссальный взрыв спроса. Он выплеснулся просто огромным количеством денег на все курортные районы, а их не очень много. Это Сочи, это Крым, это там Геленджик, Анапа. Везде наблюдается спрос, люди просто скупают квартиры, участки, дома, цены растут просто с бешеной силы. При этом застройщики, девелоперы очень сильно отстали с точки зрения продукта. Нормальный продукт весь вымылся, а новый еще пока не создался. Поэтому придется, наверное, немножко подождать. Ко мне идет огромное количество обращений. И с точки зрения посоветуйте строителей, да, и с точки зрения давайте войдем и будем ваши инвестиционные проекты реализовывать в таких курортных местах. Ну, на самом деле мы пока не готовы так сильно диверсифицироваться, нам хватает работы в нашем московском регионе, но тем не менее уже немножко начали присматриваться. И моя поездка сюда в том числе, ну, такая, может быть, разведка для того, чтобы в дальнейшем понять вообще, стоит в этом направлении двигаться или нет. Но однозначно у курортной недвижимости России есть огромные перспективы, но не забывайте в то, что сейчас ринутся сюда и инвестиции, и, соответственно, строители, застройщики, будет конкуренция. В основе успеха будет качественный продукт. Делайте, планируйте качественный продукт, и он точно найдет своего покупателя. Дальше мы попадаем на такой промежуточный этаж, его можно считать техническим. Здесь расположена котельная и блок для обслуживающего персонала. Вот. Вообще, конечно же, за таким домом надо следить, и если особенно это курортная недвижимость, и здесь не будет там постоянного проживания, нужны люди, которые будут ухаживать за садом, следить за порядком в доме, за всеми инженерными системами. В доме предусмотрено 2 комнаты для обслуживающего персонала. Интересно то, что у них вход идет со стороны террасы, дальше они соединяются в этой небольшой такой гостиной кухне. Здесь есть санузел с душевой и гардеробная комната. И, собственно, вот вторая комната тоже с отдельным входом. Это, с одной стороны, техническое помещение. Здесь у нас есть серверная комната, доступ к фильтрам и всему оборудованию, которое обслуживает бассейн. Также множество различных мест для хранения, дополнительные холодильники, чтобы можно было большой запас продуктов иметь. Ну и вся техника, которая занимается очисткой бассейна. Друзья, в котельной дома 1000 квадратных метров не ожидаешь увидеть вот такой небольшой компактный котел, но не забывайте, мы находимся в Крыму. Этого котла вполне достаточно для того, чтобы в самую лютую крымскую зиму сделать адекватную температуру во всем доме. Ну, здесь у нас водоочистка, баки с запасом воды, каждый по 750 литров, то есть 1,5 тонны воды. В Крыму часто отключают воду, поэтому это обязательное условие комфортного проживания. Ну, соответственно, бойлеры, различная разводка. Все чистенько, красиво, по инженерному фэншую, как я люблю. Здесь у нас небольшое бонусное пространство, потому что текущие собственники еще до конца его не обустроили. Изначально была идея поставить здесь огромную джакузи, сделали как раз выводы воды, канализацию. Но по идее, в принципе, если вдруг будущему собственнику будет не хватать спален, то здесь можно сделать еще одну гостевую спальню. Мне кажется, очень здорово, тоже с хорошим видом она будет. Друзья, ну уже осталось совсем чуть-чуть, мы уже приближаемся к самому дому. И давайте немножко расскажу про фасадную отделку. Это вентилируемый фасад навесной, то есть он продувается и обшит керамогранитом. Тоже классный, под дерево, но при этом очень долговечный, и ничего с ним не будет, солнце никак его не испортит. На этом уровне у нас находится 12-метровый бассейн. В ширину он 5 метров. Вообще мы пока еще ни одного бассейна уличного не показывали. Это у нас первый на нашем канале. Ну, потому что все-таки в Подмосковье уличные бассейны — это так себе забава. Хотя в июне было настолько жарко, температура доходила до 36 градусов в Подмосковье. И те, кто сделал себе уличные бассейны в Подмосковье, конечно, тихонечко там потирали ладошки и радовались своему решению. Так, здесь этот бассейн, он называется Infinity, от слова бесконечность. И таким он становится благодаря тому, что идет перелив, и мы не видим края этого бассейна.
максимально. И кажется так, что он простирается в бесконечность. Особенно, когда ты в самом бассейне находишься, и у тебя гладь воды сливается с горизонтом, с небом или с морем, где действительно кажется, что он просто бесконечен. В бассейне установлена ультрафиолетовая очистка воды и озонирование, так что здесь не будет никакой хлорки. Ну, бассейн всегда предполагает, что возможно какая тусовка без хорошей музыки, поэтому здесь выведены уличные колонки, и можно подключиться с телефона, слушать любую музыку. Там у нас зона лежаков, стоят 4 лежака, и можно принимать солнечные ванны. Ну а теперь пойдемте покажу свою комнату, где я расположился. Хозяева были очень гостеприимны, расположили меня вот в такой прекрасной комнате со своим отдельным входом. Я здесь обособленно живу. Здесь есть свой санузел с душем. Все очень комфортно, здорово. И вид на бассейн. Можно с утра проснуться, взял полотенчик. Да, можно даже полотенчик не брать, сразу прыгнул и все. Друзья, на этом уровне у нас еще осталось одно помещение. Хозяева называют ее комната-подарок, потому что это комната без отделки, и, собственно, новый собственник решит, что здесь будет. Здесь примерно 40 квадратных метров. Она кажется такой темной, но на самом деле можно спокойно пробить здесь окно. Это может быть и жилая комната, еще одна гостевая комната. В принципе, изначально планировался хамам, можно сделать сауну, такой небольшой спа-комплекс. Так что сможете ее переоборудовать под ваши абсолютно любые предпочтения. Она же может, кстати, стать и хобби-комнатой, которую мы размещаем в каждом из наших проектов. Друзья, наконец-то мы добрались уже до основного дома. Путь этот занял приличное время. И мы попадаем в основную зону гостиной, столовой, кухни. Немножко расскажу вам про материалы, которые использованы здесь. Давайте начнем с пола. На полу у нас инженерная доска из американского ореха, которую тонировали специально по заказу собственника. Получилось реально очень здорово, и на самом деле орех вообще вот по всему дому является таким основным профилирующим деревом. Дальше в основе интерьера лежат вот как бы белые поверхности, белые стены, белые столешницы, и все это в сочетании еще с какими-то зелеными элементами. Это вот на самом деле очень классный стиль и классное сочетание вот этих трех основных цветов. Где-то разбавляется еще немножко сереньким. Если говорить вообще про профиль собственников, то это люди, которые связаны с интерьером, они занимаются поставкой строительных материалов. Хозяйка, например, занимается светом, поэтому можно посмотреть, как здесь продумано освещение. Здесь есть множество групп света, это и трековые светильники, и закарнизная подсветка, и даже вот эти люстры, которые на диммерах, то есть можно их интенсивность света изменять. А хозяин дома, он занимается поставкой строительных отделочных материалов и очень хорошо в этом разбирается, поэтому для своего дома, естественно, выбирались самые лучшие, самые дорогие, достойные решения. Так, вот у нас здесь кухня, просторная, много мест хранения, множество всяких различных ящиков. Все открывается, тоже можно запихнуть, не знаю, целую кучу всего. Мы с собственниками обсуждали, что сейчас пошел тренд на то, чтобы уменьшать немножко кухни, но при этом создавать еще дополнительные такие хозяйственные кухни. Вот. Ну, здесь ребята вложились и сделали хорошую, достойную кухню с классной техникой. Наша любимая Cooper's Bush, которая у нас кочует из объекта в объект. Микроволновая печь, духовка. Все это расположено на удобном уровне, то есть не надо куда-то там лазить. Кофемашина, большой холодильник, это полностью холодильник, и, соответственно, морозильная камера. Может показаться, что этого недостаточно, но мы видели, в котельной есть куда еще дополнительно сложить продукты. Еще пару слов расскажу про столешницу. Она сделана из искусственного камня, прям ощущение, что это камень, но ее преимущество в том, что здесь нет ни одного стыка. То есть за счет того, что есть специальная технология спаивания этого камня, полностью вся вот эта вот столешница вот так, и вот сюда она заходит. Это все единый получается как бы массив, нет ни одного шва. Ну и тоже Cooper's Bush — это газовая плита. Хозяева любят готовить и считают, что газ — это какая-то такая естественная история, не любят электрические плиты. В принципе, если была возможность установить, здорово, что они так сделали. Над плитой большая островная вытяжка. С островными вытяжками всегда проблема. Сложно найти хорошие такие филигранные решения. Здесь вытяжка выглядит красиво, не бросается в глаза и является частью интерьера. Так, ну и у нас, получается, здесь мы приготовили еду. Здесь у нас большой обеденный стол на 8 персон. Еще хозяйка, она кинестетик, да, и вот все вообще по дому, к чему можно прикоснуться, вот прям
оно даже по виду видно, что хочется прикоснуться. Это и пол, да, то есть пол выбирался исходя из того, насколько приятно по нему ходить. Это всякие кресла, всякие обшивки, да. Это вот, например, вот этот сублимированный мох, да. Вообще мы недавно общались с дизайнером, который достаточно активно разрабатывает дизайн-проекты современных квартир. Говорят, что мох стал выходить из моды. Ребят, ну не знаю, выходит он из моды или нет, но вот эта композиция выглядит очень достойно. Ну и для летнего времени года, да и в принципе в межсезонье, здесь такая терраса, она достаточно просторная, при этом очень уютная, она окружена 3 стенами. Здесь очень комфортно, потому что не будет дуть ветер. Большой посадочный стол на тоже 8 персон. И вот тот самый вид, который нас теперь будет преследовать везде. Здесь, например, хозяева установили тандыр, можно, в принципе, какой-то газовый гриль. Это если вот неохота идти в беседку, которую мы с вами видели. Столовая зона и зона гостиной разбиты вот такой стенкой, очень интересно сделано. Здесь есть встроенный камин на биотопливе, здесь есть дровница. Сейчас здесь дров нет, но так для интерьера очень красиво. Я видел фотографии, как это смотрится. Друзья, очень понравилось вот это решение с телевизором. Он сейчас обращен в сторону столовой зоны, но легким движением руки он у нас поворачивается и встает, и мы продолжаем просмотр нашей какой-нибудь любимой передачи здесь, в гостиной зоне. Посмотрите, как качественно все сделано, да, то есть вот эта стальная рамка, да, в ней прям идеально подогнан телевизор, да, очень классно все ходит, крутится и вообще без каких-либо усилий. Гостиная, на самом деле, не очень большая, но в принципе, здесь ощущается воздух за счет высоты потолка и за счет этих 2 окон. То есть тут вид на 2 стороны. Одна сторона на бассейн, другая сторона на Гурзуф. Много мягкой мебели, то есть реально здесь разместится целая тусовка. Ну и самое интересное, что в этом доме эта гостиная не одна. Но об этом вы узнаете чуть попозже. И последнее помещение, которое у нас осталось на этом этаже, это кабинет. Поэтому в этом доме можно не только отдыхать, но и работать. Очень классное, вдохновляющее рабочее место, тоже с прекрасным видом. Никто тебя здесь не побеспокоит. Есть возможность здесь принять каких-то своих бизнес-гостей и классно провести переговоры. Вот. И здесь как раз тоже видно вот то самое сочетание дерева, зеленого цвета, да, и белого, которое вот оно разбросано по всему дому. Но опять же, нигде не экономили вот это все гипсовый барельеф, то есть никакого пенополиуретана. Я считаю, что для плодотворной работы в кабинете очень важен вид, куда смотрят окна. И здесь, конечно, вообще идеальная история. То есть у нас здесь этот бесконечный бассейн, который уходит под горизонт. Ну и надоело работать, пошел, окунулся, зарядился энергией и с новыми силами. Двигаемся дальше. На первом этаже есть еще гостевой санузел. Если вы смотрите внимательно мои выпуски, то наверняка знаете, что по-английски это называется powder room. То есть комната, где девушки могут себя немножко припудрить. Ну, может быть, не обязательно и девушки. Здесь стоит такая прикольная раковина от Велерой Бог в виде такого булыжника, обтесанного морской волной. Вот. И такие же камушки у нас используются в отделке на стенах. Все камушки разные. Выложено такое панно здесь и здесь. Унитаз тоже в формате такого булыжника. Мне кажется, очень оригинально смотрится. При входе здесь еще есть такие шкафчики, вот, встроенные, очень удобно. Открываешь, сразу зажигается свет, можно такой штангой на себя потянуть и, соответственно, повесить одежду. Друзья, ну что, вот здесь у нас тусовка заканчивается, потому что это уже подъем на 2-й этаж, где у нас начинается хозяйская зона. Гостям уже там не место. Давайте сразу выйдем на улицу, я вам покажу, как хозяева попадают в дом, если приезжают сюда на машине. Итак, хозяева с отдельной верхней улицы заезжают на свою собственную парковку, которая находится на хозяйском уровне. Ребят, представляете, даже у машин есть свой собственный вид на море. Вы где-нибудь такое видели? Здесь 2 места, в принципе, можно, если друг за дружкой, и 4 машины поставить. Хозяева приехали, зашли, взяли свои сумочки и прошли ровно на свой этаж. Ну, собственно, вот хозяева приехали домой, они попадают в свою собственную гостиную.
Гостиных здесь две, то есть у нас есть нижняя гостиная, которую мы видели. Туда именно доступ для гостей. Сюда уже гости попасть не могут. Это чисто зона хозяйская. Здесь же находится мастер-спальня, здесь вход в зону, где расположены детские комнаты. Ну и, собственно, вот наш вид, который здесь открывается наилучшим образом, поэтому я эту тему и не раскрывал чуть ниже. Здесь классный вид, потому что он очень разнообразный. И вот я считаю, что как раз вид и должен быть разнообразным. Если у вас дом просто смотрит на море, да, и вы просто видите море, это немножко скучно. Здесь вы видите горы, скалы, классные такие постройки, немножко напоминает какую-то маленькую Испанию, ее даже так и называют. Здесь видно гора Болгатура, Генуэзская скала. Перед нами прям непосредственно парковая зона с классными такими зелеными деревьями. Зелени здесь примерно столько же, сколько и синевы от неба и моря. Друзья, посмотрите, как нам повезло. Там видно облака, как они прям вот окутывают гору, спускаются вниз. Очень здорово, мне кажется, красивый вид. Друзья, ну если вдруг вид вам надоел, то легко одним нажатием кнопки эти шторы закрываются. Можно настроить как бы пульт, чтобы он закрывал каждую конкретную штору, да, или вот так, как я сейчас сделал, примерно 15 секунд. Все, мы в абсолютном интиме. Друзья, мы постоянно делаем обзоры домов, тоже с большим панорамным остеклением. Вы пишите в комментариях, вот такой бы дом взять да перенести на море. Вот дом, он стоит с огромными панорамными окнами, с видом на море, и его никуда уже не надо переносить, потому что он уже у моря. Так, ну, собственно, здесь получается такая классная гостиная зона и отдельная зона для чтения, ее называет хозяин. Установлено такое шикарнейшее кресло. Ой... Можно кайфовать, то есть оно, видите, принимает как бы положение, можно или лежать, или полусидя, вот как удобно, так и сиди. Ребят, заканчиваем съемки, короче, все, никуда я не пойду больше. Принесите мне мою книжку. Ладно, шучу. Идем дальше. Дальше у нас по маршруту хозяйская спальня. Вход осуществляется через вот эту дверь. Мы попадаем в достаточно просторное помещение, огромная кровать. Ребята, и опять же, тот же самый вид на, не знаю, $1 000 000. И самое интересное, что с самой кровати как раз идеальная картина. Как будто у тебя такие фотообои, ну, у тех, у кого вида нет, в Подмосковье рисуют фотообои себе. Здесь настоящий вид. У нас весь дом пронизывает сочетание дерева с белым, да, и здесь тоже. И опять же, вот смотрите, тактильно, очень приятно щупать, вот прям хочется потрогать, такая классная плюшевая обивка, такие классные вставки из дуба, модульные шестигранники, похожие на соты, выглядит шикарно. Ну и у нас здесь есть свой выход на террасу, мы по ней заходили, но можно на нее попасть из самой спальни. И тоже посмотрите, обратите внимание, у нас получается навес такой, крыши, и это очень здорово, потому что здесь через какое-то время уже выйдет солнце, и будет достаточно жарко. И вот этот навес, во-первых, позволяет тому, чтобы помещение не нагревалось сильно. Во-вторых, чтобы лучи не портили материалы, чтобы они не выцветали. И тоже вот с каким вниманием подошли собственники здесь. Здесь сделан небольшой наклон. То есть даже если пойдет какой-то косой дождь, все это сюда стекает. И скрытые желоба. Представляете, да, что если были бы открытые желоба, это смотрелось не очень красиво. Здесь сделано классно. Наверху у нас подшивка из термоясеня, то есть это натуральная древесина, термически обработанная, не боится ни влаги, ничего. Вот как она здесь стоит, вообще ни одной трещинки нет. Шикарно выглядит, очень здорово. Ну и, конечно же, в хозяйской спальне должен быть свой хозяйский санузел, и он здесь тоже особенный. И вот он, хозяйский санузел. Огромное помещение, классное, просторное. Я вообще очень люблю, когда в санузлах есть естественное освещение, окна, но здесь это просто кайф, потому что это огромнейшие панорамные окна. Здесь их закрыли такими жалюзями, но на самом деле можно это все и открыть. Если вы уверены, что, например, по этой части никто не будет ходить, гости точно не будут, как бы если дети где-то далеко, открыли полностью окна, у вас этот вид. Ближайшие соседи, они достаточно далеко, ну максимум какие-то фанаты-воэристы возьмут бинокль
цокали, начнут там приглядываться, но я что-то сомневаюсь. Ну, огромная ванная, тоже классно в ней сидеть, такая минималистичная, очень удобная, с подсветочкой, то есть можно выбрать там подсветочку по настроению. Мне, например, нравится здесь такая голубая, она очень классно сочетается с вот этими двумя панелями, похожей на такой голубой агат. Классно смотрится в сочетании как раз с этим видом, голубая ванна, голубое море, голубое небо, все очень здорово. Здесь тоже везде используется травертин, тоже очень приятно все вот щупать, классно. Посмотрите, как классно организовано пространство умывальников. Это большие раковины на большом удалении друг от друга. Муж с женой спокойно занимаются тут параллельно своими делами, друг другу не мешают. У каждого свое зеркало, свой шкафчик там для различных принадлежностей. Очень здорово, очень комфортно. Ну и классный большой душ. Это в Америке называется walk-in shower, потому что можно туда просто зайти. Он в единый уровень с полом. Здесь вы видите включение теплого пола непосредственно в самой душевой кабине. Это очень здорово. Он здесь все время включен и постоянно работает. Разделся, тапочки поставил там, да, и зашел, и у тебя здесь все время тепло. Вот. Ну и, собственно, здесь есть и классический такой тропический душ, и боковой массажный душ, и обычный душ с разными режимами. Очень классное решение вот по этим полочкам, они достаточно глубокие, это выемка такая в стене, то есть снаружи их не видно, но ты можешь туда поставить шампунчики, вот, удобно ими пользоваться, но при этом не нарушает красивую картинку. Мне кажется, классное решение. При хозяйской спальне есть еще и небольшая гардеробная комната. Я вообще, когда в нее попал, подумал, что, блин, ну маловато, да? Мы привыкли к нашим подмосковным гардеробным комнатам, где там и остров есть, и вот куча всего можно разложить. Но потом я подумал, ведь здесь Крым, да, здесь другой совершенно климат, здесь не нужны теплые шмотки, да, поэтому спокойно можно здесь все разместить. Плюс она такая модульная, то есть все вот эти полочки, их можно поставить на разные уровни. Мне кажется, все спокойно поместится. Плюс в самой спальне есть еще и шкаф, так что вполне можно разместиться. Здесь женскую, а в шкафу уже мужскую одежду. Еще мы обошли вниманием вот эту зону, очень важную для женщин. Вот, мне кажется, она тоже сделана классно, то есть такое углубление, туалетный столик. Все взял, тут посмотрел, сделал. Красота. Друзья, и на этом уровне еще хозяева оборудовали постирочную. Мне кажется, это очень разумное решение, потому что, ну, по факту здесь идет основное проживание, и все белье формируется как раз здесь. Она достаточно просторная, много мест для хранения, и здесь у нас есть стиральная машина, сушильная машина и еще, внимание, сушильный шкаф. Тоже на объектах мы пока еще такой агрегат не встречали. Очень удобно, потому что можно повесить туда белье, оно сушится и практически его не нужно гладить. И здесь еще у нас есть место для установки раковины. Она уже куплена, но еще не пришла. В любом случае в постирочной какое-то место, где что-то помыть, там обувь и так далее. Это очень важно. Друзья, отсюда мы попадаем в детскую зону, отдельный детский такой мини-мирок. У них здесь есть своя такая игровая комната. Сначала вообще строители предложили заложить вот это пространство под лестницей, но хозяева оставили его, сделали вот такую вот классную игровую тему. Можно прям забраться туда и сидеть. Здесь еще тоже полно пространства, всякие полочки разные. Дети от такого кайфуют однозначно. В этом помещении очень много всяких мест для хранения, то есть это высвобождает тоже места из там гардеробных комнат, можно сложить там кучу игрушек, вот вся стена в этом, да, какие-то вот такие еще места для хранения. О, ребята, у нас фанаты Hot Wheels, представляете, сколько можно здесь машинок расставить, это прям целая коллекция. Вот, ну такой спортивный уголочек, изучает географию, молодцы. И мы еще обошли вниманием вот эту деталь, это аквариум, который разделяет у нас зону хозяйской гостиной и игровую комнату. Классно смотрится, и вот я отсюда вообще вижу через аквариум вид на море и город. Так, ну и пошли наверх, собственно, посмотрим сами комнаты. Здесь у нас две равнозначные детские комнаты, давайте посмотрим по очереди каждую из них. Детские находятся у нас на мансардном этаже. Ну, на самом деле, детям самое то. Здесь такой сложный кривой потолок, встроенные такие мансардные окна, через которые видно вечером все небо. Очень здорово. Собственно, немножко, знаете, лирическое отступление относительно того, что этот дом действительно для постоянного проживания, потому что здесь сформирована полноценная концепция отопления. Здесь есть теплые полы, которые подогревают сам пол, да, ну и плюс в межсезонье могут немножко подбавить и температуру. Ну а зимой можно включить конвекторы, соответственно, в каждом из помещений стоит терморегулятор и настраивается температура, так что
круглогодично здесь очень комфортно проживать. Друзья, ну и посмотрите, какая прекрасная терраса с выходом из детских комнат, с классным видом. Мне кажется, что дети просто кайфуют. Здесь ограждение, то есть если дети не шебутные, то спокойно они здесь могут и играть, и наслаждаться природой, солнцем и тоже этим прекрасным видом. И еще один важный момент, который позволяет использовать эту недвижимость в качестве недвижимости для постоянного проживания, это наличие недалеко очень хорошей школы. То есть сюда можно приехать спокойно с детьми. Школа в Артеке, здесь буквально 3 минуты до автобусной остановки, забирает автобус школьный и обратно привозит. То есть очень удобно. Буквально она вот за этими домами находится. Ну и, кстати, детям очень повезло, потому что только с их террасы открывается вид на Медведь-гору. Она сегодня в такой дымке, в такой интересной шапке. Здорово. Ну что, пройдемте в следующую комнату. То есть, получается, выход на террасу есть из обоих детских комнат. То есть получается, что она соединяет, и это некое общее место встречи для детей. Ну и для детей-хулиганов здесь установлен замочек, так что можно на ключик это закрыть и обеспечить так, чтобы они туда не попадали. Мне очень нравится идея в том, чтобы сделать равнозначными детские комнаты. Они вот прям буквально зеркальные, что ли, с одинаковым видом, одинаковой площадью. Это очень здорово. Дети, особенно если они там погодки или небольшая разница в возрасте, не будут спорить. Ну и тоже вот посмотрите на детали, как, например, сделаны шторы, да. То есть очень сложно было это реализовать, сложный потолок, да, и вот как здорово это сделано. То есть дети могут спокойно закрывать шторы. Мебель в комнатах такая яркая, но очень все продумано, очень все функционально, все на своих местах. Есть, например, вот такой диванчик, который раскладывается, и можно здесь организовать дополнительное спальное место. Ну и на 2 детские комнаты у нас есть один общий санузел. Давайте посмотрим его. Детская ванна, она не очень большая для взрослого человека, но для детей, мне кажется, самое оно. Ну, во-первых, 2 раковины, тоже очень удобно, каждый ребенок в своем пространстве. Здесь вот такие вот интересные шкафчики, то есть можно туда поскладывать тоже дополнительные какие-то игрушки там. Вот. Ну и ребенок вырос, это все задвинул туда и все. Вот. Здесь, получается, есть и ванна, и душевая кабина. Кто-то из детей, например, там, предпочитает ванну. Тоже может залезть, кайфовать, смотреть на небо. Прикольное решение. В душе есть тоже и тропический дождь, и обычный душ. И еще тоже вот мансардные этажи очень сложно обустраивать. И приходится иногда делать вот такие индивидуальные решения. Смотрите, как здесь обыграли вход. По-другому здесь просто никак. Это, конечно, индивидуальная работа. Замерить, все это сделать. И посмотрите, как все точно и классно выполнено. Представляю, сколько ресурсов потребовалось хозяевам, чтобы это сделать. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Этот дом продается. Для того, чтобы узнать всю подробнейшую информацию, получить планировку с презентацией этого дома, напишите традиционно на мой адрес alex@vesco.ru, и я сразу же вам вышлю всю информацию. Также мы обязательно ждем от вас комментарии, любые вопросы, предложения, потому что собственник здесь, он готов, в принципе, где-то что-то еще улучшить. Ну и плюс тоже нам полезно знать, что вы думаете об элитной курортной недвижимости, потому что это достаточно большая перспектива с точки зрения развития строительства и девелопмента. Друзья, также подписывайтесь на все мои социальные сети, потому что там публикуется множество разнообразнейшего контента. Если вы хотите ничего не пропустить, советую подписаться на e-mail Digest, который выходит раз в месяц. Все ссылочки будут в описании. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.